Вот это грядочка моих безрассадных помидоров. Каждый год я наравне с рассадными помидорами выращиваю небольшое количество безрассадных. И вот эта грядочка как раз из таких помидоров. Эти помидорки я сеял сухими семенами, как обычно, на глубину 1 сантиметр, прямо на эту грядку. Потом сверху устанавливал укрытие. Делал я это в начале мая. И вот эти помидорки так и росли. То есть они зашли довольно поздно из-за холодной весны, только к середине мая. Потом тоже медленно развивались, поскольку начало июня было прохладное. И все-таки с приходом тепла они активно пошли в рост. Я их один раз подкармливал, как и все помидоры, куриным пометом, прореживал, рыхлил, поливал, пока не начались затяжные дожди, которые идут уже 1,5 месяца, практически не прекращаясь. И вот к середине августа, сегодня 14 число, на безрассадных помидорах появились первые поспевающие плодики. Этот торжественный момент я сейчас для себя и отмечаю. Обычно я не держу помидорки на кустиках до полного поспевания, срываю их бланжевыми, поэтому и для безрассадных тоже исключения делать не буду. Вот помидор уже начал поспевать. Вот тоже. Вот такие плодики безрассадных помидоров. Сорт Толстый Джек. Видно, что листики у них очень сильно болеют из-за дождливой погоды, как у всех помидоров. Пришлось их практически все оборвать. Делать тут нечего. Ночи уже холодные, приходится на ночь сейчас уже тоже грядки с помидорами прикрывать. Но это себя оправдало. И вот безрассадные помидоры тоже уже начали радовать первыми поспевающими плодиками. И уже к середине августа можно подвести некоторые итоги. Конечно, такое раннее поспевание безрассадных помидоров – это не совсем обычное явление. Бывало у меня безрассадные помидоры, они держались до середины сентября. Но в этом сезоне погода внесла свои коррективы. И практически что безрассадные помидоры, что рассадные помидоры, вот они рядышком грядка, они сравнялись. То есть сезон для них будет завершаться, скорее всего, практически одновременно. Это, конечно, из-за заболеваний листьев. Что, в свою очередь, результат дождливой и холодной погоды. Ну, как бы то ни было, безрассадные помидорки уже не зря у меня росли. Они завязали довольно много плодов. И определенный урожай с них уже будет собран. Так что я не жалею, что в этом сезоне, как я это делаю каждый год, одну грядочку безрассадных помидоров я у себя разместил. Ну а дальше не за горами пора, когда безрассадные помидоры начнут поспевать в массовом порядке. Пока плодики чистые, здоровые, несмотря на то, что листья болеют. Это очень хорошо. Значит, еще немножечко они покрупнеют. Вот такие поспевающие безрассадные помидоры Толстый Джек 14 августа. Первые бланжевые помидорки я сорвал. Ну и в конце пожелаю каждому огороднику попробовать этот способ выращивания, подобрать подходящий сорт для вашей местности. И безрассадные помидорки должны вас тоже порадовать.